Привет, я Рома, вы на канале Роман Датук, и сейчас я вам расскажу, что такое слои, с чем их едят и как с их помощью ускорить процесс работы в программе Photoshop 2021. Заваривай чаек и погнали! Рассмотрим такой сценарий. Мы хотим сделать иллюстрацию. Для нее мы взяли фон, пару персонажей. Вот у нас ослик и привидение. И еще мы хотим сделать иллюстрацию прохладненько, с холодными оттенками, с прохладными оттенками. Что нам нужно? Нам нужно разделить наши части коллажа будущего. То есть, как они изначально и были, только мы теперь расставляем персонажей в нужных местах. Ослик у нас теперь стоит справа, привидение слева. У привидения мы убавим прозрачность, чтобы было более атмосферно, через него было видно там горы. Вот, и еще дополнительный слой мы хотим сделать оттенки холодными, для этого мы добавляем третий цветокорректирующий слой. Зачем это все? Представим это все в виде такого бутербродика, где в самом низу у нас фон, дальше идут два персонажа, слой 1, слой 2. Они расположены в тех местах, где мы их хотим представить на иллюстрации. И последним идет цветокорректирующий слой, который действует на все остальные ниже представленные слои. И теперь, посмотрев на это сверху, мы увидим, что привидение, ослик встали на свои места, они друг друга не перегораживают, ничего. У привидения заявленный нами параметр прозрачности стоит. То есть я там 50% где-то поставил. И мы видим, что все цвета стали более прохладными, более холодными в иллюстрации. Примерно вот так это все работает. Это несложно, и мы с вами легко это можем повторить в Photoshop. Первым делом нам нужно разобраться, что такое панель слоев. Панель слоев можно открыть с помощью вкладки «Окно» сверху, активировав, точнее, пункт «Слои». Также это делается на клавишу F7. Он пропадает и исчезает. Если у вас галочка стоит, но вот такой штучки у вас нету, такой панельки, то, возможно, она находится вот здесь вот в свернутом состоянии, вот в таком. Там будет написано «Слои». Или еще бывает вот так, вот такие два листочка друг на друга. Вытаскиваете, разворачиваете, вот панель слоев ваша на месте. Сейчас мы с вами разберем несколько способов создания слоев. Начнем мы со способа импорт. Мы переносим файл в окно Photoshop, создается новый файл. И мы видим, что создался фоновый слой, который мы не можем перетаскивать, например. Он нам выдает предупреждение, и если мы преобразуем его в обычный слой, мы уже сможем его корректировать. Но пока мы это делать не будем, мы перетащим еще дополнительный слой. Вот, и второй слой дополнительный. Увеличим, и мы теперь видим, один слой у нас является фоновым, и два являются обычными растровыми изображениями. Следующим типом создания слоев являются векторные объекты. Предположим, создадим прямоугольник. Создали прямоугольник, и теперь у нас в панели слоев появился прямоугольник. Это у нас векторный объект. Дальше также мы можем создать текст. Напишем мультик. Расположим по центру, и теперь у нас появился слой мультик в панели задач. Далее у нас идет способ создания обычного слоя. Вот с помощью плюсика вот этого мы нажимаем, и у нас пустой слой появляется, на котором мы можем, например, что-то нарисовать, предположим, или создать свечение. Давайте создадим свечение, возьмем белый, вот, переместим его под
И у нас появилось свечение. Также мы можем добавить мягкий свет, но об этом я расскажу чуток позже. Способ создания или преобразования объектов в смарт-объекты. Мы видим, у нас есть слой, и у него есть какой-то значок. Мы можем перевести его, растрировать слой, нажимаем, и у нас получается обычное растровое изображение. Мы теперь обратно преобразуем его в смарт-слой. И теперь у нас появляются у слоя дополнительные функции, такие как, например, масштабирование без потери качества и еще много-много других дополнительных функций, которые удобно ускоряют процесс работы. Завершающим у нас будет создание корректирующего слоя. Он создается вот в этом меню. Мы нажимаем и, например, как у нас было в примере, мы немножечко охладим картинку. Нажимаем цветовой баланс, перемещаем наверх. И теперь охлаждаем картинку. Крутим здесь вот так, хоп, как приблизительно, как у нас было там. Синенький такой, вот так. Так, с помощью нехитрых действий мы создали картинку в фотошопе. И разобрали несколько способов создания объектов Photoshop. А подробнее рассмотрим панель слоев. На нижней части мы видим, что мы здесь можем удалить слой. Например, удалим наш цветовой баланс. Он нас просит подтвердить, удаляем. Можем удалить. Дальше мы рассматривали создание простого слоя. Также мы можем группировать наши слои. Например, мы выбираем 4 слоя, зажав Shift от начала до конца, нажимаем, создается группа. Также мы можем создать группу в группе, например, вот 3 наших слоя в группе. Цветокоррекцию отдельно, хоп, и у нас группа в группе есть. Это мы создаем цветокорректирующие слои. Далее идут маски. Маски это довольно удобная вещь. Например, мы создаем маску, нажимаем на нее, и теперь кисточкой мы можем черным цветом мы можем скрыть какую-то часть изображения, а потом, вот видите, появилось, нажав на Alt, зажав Alt и нажав на маску, мы можем отобразить ее. И вот, например, поменяем цвет на белый, нарисуем белым, Alt и еще раз нажимаем, и у нас отображается часть. Это довольно удобно, если, например, мы хотим нашему персонажу что-то спрятать, что-то убрать. Например, мы хотим, чтобы у него был прозрачный живот. Берем черным, проходим, он прозрачный. Нам не понравился, возвращаем, закрашиваем обратно. За место удаления довольно удобно. Параметры наложения или стиль слоя. Это отдельный большой раздел. С помощью него мы можем создавать разнообразные тени, обводки, внутренние тени. Также это отображается вот здесь, вот в параметрах наложения. Тут открывается огромное меню. Это вот то же самое, что и здесь. Например, мы можем включить глянец, и будет у нас на каком-то слое глянец. Правой кнопкой мыши, если открыть в панели слоев, то мы можем дублировать слой. Создать дубликат слоя. У нас 2 одинаковых слоя, находящихся на одном и том же месте. Создание обратной маски. Это нужная вещь, например, для цветокоррекции. Предположим, мы берем, отключаем, включаем обратную маску, и она действует только на вот этот вот слой. Отключаем обратную маску, и она действует на все. Довольно удобная, полезная вещь. Мы можем объединять слои. Предположим, вот наши 3 слоя. Это у нас приведение, да. Это и вот брови. Мы берем, нажимаем объединить слои.
И теперь это у нас один общий слой без возможности разъединения. Также тут мы можем задавать слоям цвета, чтобы ориентироваться в них. Довольно удобно, чтобы не теряться. Преобразовывать в 3D объекты. Сейчас подгрузится немножко. Вот. И мы уже находимся в 3D среде. Вот она задает ему 3D, и тут можно работать с ним. Далее тут мы можем включать и выключать какие-то слои отдельно. Зажав Alt, мы можем оставить включенным только один слой. Например, фон, хоп, все кроме фона выключилось. Заливка и прозрачность. Просто убавляем, получаем заливку и прозрачность убавленную. Например, на фоне это сейчас будет заметно. Вот у нас полупрозрачная. Мы можем закреплять некоторые объекты, чтобы их невозможно было двигать, редактировать. Или все вместе. Вот здесь вот каждая часть подписана. Сохранить прозрачность пикселей, сохранить цвета пикселей, закрепить положение, закрепить все автоматически. Но я в основном сразу все делаю, потому что если вам, если у вас есть какой-то очень важный слой, над которым вы долго работали, то вам не помешает, если вообще с ним ничего нельзя будет делать. Вот, например, видите, я нажал, я даже двигать не могу, ничего не могу с ним делать. Также у нас есть параметр как режим наложения. Например, вот находится режим наложения вот в этом пункте. Мы хотим сделать, чтобы ослик был мягко отображался. Часто используют свет. Когда хотят приглушить свет, используют мягкий свет. И у нас получается, то есть мы создаем, например, синенький, мягкий свет, потом мягкий свет, и мы получаем такой источник света. Вид или фильтрация. Мы можем фильтровать изображение. Предположим, мы можем сделать, чтобы у нас виднелись только фильтр фигур, фильтр текста. Видите, я выбираю, и они появляются. Например, фильтр текста нам не надо. Мы хотим только корректирующие слои видеть. Или растровые изображения. Или смарт-объекты. Также это все можно выключать и включать. И последним у нас будет изменение имени. То есть мы 2 раза кликаем по имени и можем писать, например, привет. Вот, и у нас будет называться по-другому слой. Ставь лайк, если не знал о какой-то функции до просмотра этого ролика. И еще тебе могут пригодиться дополнительные сочетания клавиш. Такие как выбор всех слоев, это Alt-Ctrl-A. Мы выбираем все слои. Так, выбор отдельного слоя полностью. Это Ctrl-A, например, мы нажимаем на ослика, Ctrl-A, Ctrl-A, и весь слой выбирается. Выбор всех пикселей на слое. Зажимаем Ctrl, нажимаем на тот же слой с выделением. То есть, например, зажмем Ctrl, нажмем, хоп, 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 хоп. Нажимаем, и выделяется все пиксели в этом слое. А если мы зажимаем Ctrl-A, то мы выбираем весь слой как бы с его границами. Для группировки удобной, быстрой, мы выбираем несколько слоев и зажимаем Ctrl-G, и они сразу помещаются в папочку. Для разгруппировки мы зажимаем Ctrl-Shift-G, и они сразу же разгруппировываются. Чтобы объединить несколько слоев, мы выбираем их и потом нажимаем Ctrl-E, и они объединяются в один слой. Еще одна очень полезная функция. Мы объединяем 2 или более слоя в новый слой, сохранив оригинальные слои при этом. Мы выбираем несколько и зажимаем Ctrl-A-E.
у нас создается слой, и при этом сохраняются все прошлые. То есть вот, видим, у нас все они сохранились. Если мы хотим сделать объединение всех видимых слоев, мы зажимаем Alt, Ctrl, Shift, E, и у нас создается слой. Вот он у нас один из всех слоев с сохранением прошлых. Все эти слои, дополнительные функции, горячие клавиши и много других дополнительных функций, про которые я вам рассказал, обязательно ускорит ваш процесс работы. Но это не главное. Главное знать все более комплексно, чтобы при появлении какой-то задумки у тебя всегда были инструменты в своей голове, как ты можешь это сделать, чтобы было по два способа. Если не получается одним, ты делаешь другим, потом не получается вторым, ты делаешь третьим. И поэтому я тебя прошу, напиши, пожалуйста, в комментариях, что бы ты хотел еще узнать, что тебе интересно. Может быть, тебе интересны какие-то другие техники, другие футажи или что-то. Пожалуйста, напиши поподробнее, оцени этот ролик, поставь лайк, подпишись на канал, жми на колокольчик. Спасибо тебе, что досмотрел до конца. Пока-пока.